Накануне похорон Бориса Михайловича Моисеева, которые состоятся завтра на Троекуровском кладбище, произошло еще одно шокирующее событие. Музыкальный директор Сергей Горох, который ранее ошибочно проходил по делу Моисеева, сообщил сегодня о неожиданной гибели истинного виновника смерти Бориса Михайловича. Трагедия произошла вчера вечером в Москве в следственном изоляторе, куда были помещены подозреваемые до оглашения судебного приговора. Первоначально в смерти Бориса Моисеева, который скончался в результате инсульта, вызванного черепно-мозговой травмой, подозревались 3 человека. Музыкальный директор артиста Сергей Горох, домработница Бориса Моисеева, 30-летняя Елизавета Илинская и сосед по лестничной площадке, нигде не работающий Николай Серов. Несколько дней назад Сергей Горох был отпущен из полиции в связи с отсутствием доказательств, а погиб вчера вечером сосед по лестничной площадке Бориса Моисеева, 40-летний Николай. Гибель виновника смерти Бориса Михайловича странна и трагична. Мужчина скончался в тюремной камере в результате отравления. Полиция пока не имеет точной версии преступления, однако известно, что за несколько часов до смерти Николай имел свидание с неизвестными людьми. Более того, в СМИ есть достоверная информация, что Алла Борисовна Пугачева и Николай Трубач, которые были близкими друзьями Бориса Михайловича, затаили большую обиду и гнев на виновников смерти артиста. Вторая виновница преступления, Елизавета Илинская, во избежание несчастных совпадений до суда была взята под личный контроль полиции. Стало известно, что спонсорами похорон Бориса Моисеева стали Николай Трубач и Алла Борисовна Пугачева. Алла Борисовна оставила энную сумму денег и уехала в Израиль, а Николай Иванович будет лично присутствовать на похоронах. Первоначально прощание с артистом должно было проходить на Ваганьковском кладбище, однако по просьбе Аллы Пугачевой похороны пройдут на Троекуровском. Напомним, что Борис Моисеев скончался несколько дней назад по причине своей доверчивости и любви к людям. Он заранее оформил завещание на свою домработницу и соседа по лестничной площадке, которые ухаживали за ним долгое время. Однако люди оказались непорядочные и решили ускорить смерть Бориса Михайловича, нанеся ему телесные повреждения, что и привело к инсульту.